теперь все внимание к девушкам. Вчера в битву за главный приз в женском зачете вступили 12 лучших спортсменок, но жесткий фильтр отбора и гравитация оставили нам только 3 имени. С одной стороны, всем хватит места на пьедестале. С другой, главный приз всего один, и делить его никто не собирается. Очевидно одно. Нас ожидает максимальная концентрация мастерства на 1 квадратный метр льда. Встречаем наших великолепных финалисток. Внимание, уважаемые дамы и господа, финальная разминка женщин. На разминке находятся Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова, Алиса Двоеглазова, разрешена разминка. И в завершении сегодняшнего потрясающего дня и этого уикенда на чемпионате России по прыжкам финал в женском разряде. И 3 прекрасные фигуристки: Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова, Алиса Двоеглазова. Что их объединяет? Одна тренерская группа, Да. и Сергей Викторович Дудаков за Который бортиком. отдувается за всех, стоя у льда. И он 3 куртки, 3 салфетицы, 3 талисмана, все по 3. Глаза разбегаются, но ему не привыкать. Конечно же, школа работает так, что девушки выстреливают бесконечно. Как переживали мы за Дарью Садкову, как мы переживали, и вот она в финале. А дальше еще неизвестно, как сложатся дела. Может быть, Даша и не 3-й будет, а может быть и повыше. Давайте посмотрим. Действительно, все может случиться, потому что сейчас собрались девушки, которые и опытные, и не очень опытные. И здесь уже идет борьба нервов, потому что они все прекрасно технически готовы. Здесь кто выстоит психологически, тот и победит. Можем ли мы сказать, что плюс вот к этой психологии еще на очень высоком уровне важности находится чистота исполнения всех этих элементов? То, что набор всех спортсменок мы прекрасно знаем, но нужно как-то его вычищать, как-то нужно его презентовать, публике презентовать, прежде всего судьям со спокойной головой. Конечно, конечно. Чистые прыжки это еще один залог успеха сегодняшнего финала среди женщин. А можем ли мы в порядке бреда предположить, что станет чемпионкой спортсменка, которая не исполнит ультраси? Ну, сегодня таких спортсменок в этом финале нет. Ну а вдруг вот не исполнит, одна упадет с четверного, вторая Я так не упадет. думаю. Нет, они будут биться так же, как и наши парни, до последнего, до конца. Так, девочки, разберите, где ваши клубки? На лед приглашается Дарья Садкова. Дарья Садкова на льду. Совсем недавно мы видели четверной тулуп, и сейчас Четверной тулуп. чистейший. Олер Сальхов. Двойной аксель. Двойной аксель. И еще один двойной аксель. Есть! Прекрасно, прекрасно. Напоминаю вам, что 2 каскада или комбинацию мы ждем в финале от спортсменов. Один из не более 5 прыжков, другой из не более 2 прыжков и 2 сольных прыжка. И Дарья Садкова начала с самого сложного своего элемента. Это каскад из 5 прыжков она продемонстрировала. А Одинарный сейчас... Луц, Олер двойной Сальхов. Ну, есть же еще попытка, да? Можно еще переделать. Времени еще достаточно. А времени дается 2 Тройной Луц, минуты. Олер. Тройной Сальхов. Есть, переделала. Молодчина. Минутка еще. Как хватает нервов у Сергея Дудакова, не знаю на все это. Не знаю.
Четверной тулуп. Еще один четверной. Ну, он тоже будет, может пойти в плюс, да. Она же все-таки не упала, да. Был не очень удачный выезд. Степ-аут. Тройной флип. Еще есть флипчик. И за эти 10 секунд она еще может успеть что-то повторить. Скорее всего, только быстрее это нужно делать. Четверной тулуп с падением. О, Мне кажется, не успела. Надо посмотреть. ну, я думаю, что если бы она его сделала чисто, наверное, судьи бы пошли навстречу. В пользу спортсменки? В пользу спортсмена. Все-таки там уже был и заход, понятно. Ну, что уж там на тысячные секунды, что ли, считать, успел спортсмен выпрыгнуть или нет. Но в любом случае это не имеет значения, потому что, к сожалению, этот четверной тулуп был с падением. Поздравляем, поздравляем, тем не менее, Дашу с выходом в финал. Она большая молодец. И то, вот как она собралась в итоге сегодня и на полуфинал, на все свои прыжки. Травма. Да, возможно, получила травму. Сейчас видим, как хромает Даша. И морщится от боли, бедняга. Да, Вот больно она, приземлилась. спортивная жизнь, дорогие друзья. Давай посмотрим, Четверной чего не тулуп. хватило. Первый, замечательный наклон, то, что нужно. Тройной сальхов и потом 3 двойных акселя. Все сделано четко, размеренно. И мне понравилось, что у нее не было такой как бы суеты и каши. То есть сначала один прыжок, потом второй и третий. Все вот как-то раздельно. А потом опять поторопилась, так же, как и в полуфинале Луц. Ее сегодня что-то подвел. Но затем переделала тройной Луц, Оллер, тройной Сальхов. То есть небольшой такой сброс произошел негативной энергии и сделала. Тройной флип. И вот этот финальный четверной тулуп. Подвернулась нога, да? Ой, это прям было... Нет, она прям вот на бедра упала, очень больно. Держись, держись, Дарья, держись. Вся школа Тутберидзе. Всем вам здоровья и крепости духа, и физической выносливости. Так, что идет в зачет второй каскад Луц-Сальхов, как с лучшей оценкой. И здесь 48,5 баллов у нее. Ждем выступления соперниц. Тем не менее, Дарья большая молодец. Дина Хуснутдинова на льду. Тройной аксель. Еще один тройной аксель. Оллер. Тройной Сальхов. Оллер. Еще один тройной Сальхов. И двойной аксель. Все чисто, Хорошо. классно. Поработала. Также решила пойти по той же тактике. Сначала самый сложный элемент выполнила, потом пауза отдыха и остальные прыжочки. Тройной Луц, Оллер, тройной Сальхов. Очень близко к бортику Прямо уже прыгнула. практически на коленях у зрителей исполнялись эти прыжки. Но ничего, ничего. Небольшие плюсики получает от судей. 0,59 за Луц, Оллер, Сальхов. Но, тем не менее, она может сделать ставку на чистоту и все-таки отпрыгать это все без падений. Тройной аксель. Ой, как хорошо. Дина Хуснутдинова человек очень надежный в прыжковом плане. И этот сезон у нее, в общем-то, катит. Поэтому есть ощущение, что она должна справиться со своим прыжковым арсеналом. А вот ее соперничество с Алисой Двоеглазовой, вот это уже вопрос оценок. Попытка выполнить четверной тулуп. Что успеет сделать Дина? Тройной Ридбергер. Ридбергер. Совсем чуть-чуть времени. Нет, 3 секунды. точно не успеет. 2, 1.
Попытка была неплохой. Через секунду после окончания времени это была попытка сделать четверной тулуп. Ну смотри, Что же, все в плюсовой зоне. да. Это здорово. Да. Я говорю, это вот соревнование за первое место, видимо, будет в тонких материях оценок судейских, а не в чистоте, не в аксель. факте выполнения элемента. Второй тройной аксель. Да, недокрут мы видим на замедленных повторах. Ну, видишь, он переместился в минус у нас таким образом, этот каскад. Минус 0,60. Причем один недокрутик на одном элементе ты делаешь, Да. и весь каскад слетает Да, на да. минус. Это, конечно, при выборе тактики выступления, какие именно прыжки будешь делать, всегда помни, что ты вроде бы тулуп, да или там, ну, в данной конкретной ситуации, тройной аксель ты делаешь чисто, да, а потом где-то на Сальхове чуть-чуть не докрутил, и ку-ку. Да. Ушло все в минус. Ну, посмотрим на остальные оценки. Все остальные элементы были сделаны так вот ровненько, хорошо, достаточно спокойно. Да, не очень большие Ну, кроме плюсы, потому что и последнего скорость четверного, не конечно. такая высокая, и высота небольшая. Ну вот аккуратненько, так все ладненько было. И все-таки первый сезон тренируется Дина Вот тут Беридзе, Беридзе, да. Кудакова, Гликенгауза переехала в Москву. Общий результат Ну что ж, составляет 119. Она получает 119 баллов и остается впереди Дарьи Садковой. Таким образом, минимум серебро у Дины Хуснутдиновой. На льду Алиса На льду Двоеглазова. Алиса Двоеглазова. Лидер этих соревнований, спортсменка, которая уже чуть не 20 турниров не опускалась ниже второго места. четверной тулуп. Оллер тройной сальхов. Очень Отлично. бодрое начало. Видишь, решила размяться на более простом каскаде. Посмотрим, на какой рекорд она пойдет дальше и что ей нужно для победы сейчас. Так вот на ходу и не посчитаешь. Четверной Шикарно. луц. Надо повторы посмотреть. Мне показался, он был чуть-чуть вот с недокрутом. Посмотрим. Алиса работает. Все прыжки исполняет в той части Тройной катка. луц, тройной тулуп, Оллер, тройной сальхов. Вот тебе раз. Тройной сальхов. Вот тебе раз. А это А это каскад, должен на был быть котором можно длинный потерять каскад. огромное количество баллов. И вот сейчас нужно, кстати, очень точно решить, что делать дальше. Лучше, нам кажется, сделать сейчас Тройной сольный прыжок, луц. а каскад все-таки делать там, где ты не будешь зависеть от времени. Показывает, что нужно успокоиться. Еще есть 35 секунд. Требует поддержки. Молодец. Себе успокоиться, Чувствует а зал, публике да. поддержку. Да, Дайте что вы, энергию, что вы чуть-чуть замерли, что осталось. вы так, такую нервную обстановку создаете на арене. Ну-ка, Тройной луц, тройной тулуп, Оллер, тройной сальхов, двойной аксель. И еще один двойной аксель. ну вот вам такой каскадик. Молодчина, Алиса. Здорово. Очень грамотно, очень вдумчиво. Все, практически все, что запланировала, все сделала. Это вот как-то по-чемпионски, что ли? Абсолютно по-чемпионски, по-бойцовски. И в то же время, вот что мы сейчас увидели в финале. Я слышал, да, с разных сторон до начала финала, как Алису называли в том числе машина, прыжковая машина. Нет, Алиса тоже человек. Она тоже ошибается, она тоже нервничает. И этот турнир — это огромное напряжение и огромное испытание, чтобы не было никаких сомнений в том, что чемпионат России по прыжкам — это серьезнейшая конкуренция. И то, что такой серьезный приз получает победитель, это тоже не просто так. Да, все-таки нашли недокрут на недокрут, четверном да, на луце, первом. да, и целую галку, то есть это
четверть оборота. Ну, не зря ты очки надевал перед началом трансляции. Да. Вот мы сейчас видим эмоции, потому что действительно такое падение Да, это оказалось очень вообще странно было. случайное. Ну, мы просто все замерли, ну, нам так хотелось, и так разволновались, да, так хотелось, чтобы все было сделано максимально чисто. Мы ждем, конечно, рекордов. А когда спортсменка демонстрирует такое качество исполнения прыжков, конечно, мы хотим больше и больше. У нее есть преимущество. Отставание небольшое. Ой, не Да. отставание, преимущество. Да, опережает После, своих соперниц после прошлого раунда. полуфинала и четвертьфинала. Да, ведь все же оценки идут в зачет Да. со вчерашнего дня. Посмотрим. В любом случае, весь в медалях Сергей Дудаков сегодня. Весь в медалях. Делает движение из своей программы Алиса. Ну, Алиса, кстати, шикарно работает с публикой. Я вот еще раз хочу отметить не только то, как она во время выступления всех подбадривала. Но ты обратил внимание, в предыдущие дни, в предыдущих раундах она вот очень четко все жесты Алиса Двоеглазова и отклик за исполненные моментально элементы набирает получает от болельщиков. И 54,46 балла. Общий результат 127,27. И она на первом месте. Поздравляем! Победная серия продолжается. Алиса Двоеглазова, победительница чемпионата России по прыжкам 2026 года. Что тут сказать? Красиво закончился чемпионат России по прыжкам у одиночниц. Мы благодарим всех финалисток за профессионализм и, конечно, топовый уровень. И поздравляем призеров и победительницу нашего прыжкового турнира с заслуженными титулами. Вот как выглядит тройка. Дарья Садкова – бронза. Дина Хуснудинова – серебро. И золото у Алисы Двоеглазовой. Хочется узнать эмоции победительницы по горячим следам. Максим, Женя, ждем от вас эксклюзив с ледовой арены. Дорогие друзья, никуда не расходитесь, совсем скоро начнется церемония награждения, а пока что мы поговорим с нашей победительницей, с Алисой Двоеглазовой. Алиса, мы тебя поздравляем с настолько напряженной, но настолько, мне кажется, сладкой медалью. И не могу тебя не спросить, вот ты вот перед последним каскадом, который, между прочим, вначале у тебя не получился, каскад из 5 прыжков, ты попросила зрителей, прямо у тебя вот это, мне кажется, коронное движение скоро будет, тебя поддержать. Насколько вообще для тебя важны аплодисменты? Может быть, ты что-нибудь хочешь сказать нашим зрителям в зале? Хочу начать с того, что я знала, на что иду и что будет борьба. В первую очередь с собой. И я очень благодарна залу, который поддерживал меня на каждом прыжке, на каждой попытке. Вы безумно отдали мне свою энергию на этот крайний каскад. И просто очень благодарна вам. Алиса, у тебя золотой дубль, не просто золотая медаль, и не очень даже она сладкая, она настоящая медаль, золотая. Сладкая, она шоколадная. А тут настоящая, еще и вторая. Вчера ты в соревнованиях дуэтов победила. Расскажи, что это для тебя, как ты это оцениваешь? И, может быть, Андрей Мазалев, с которым ты вчера вместе прыгала, пришел тебя сегодня поддержать или как-то, может, смс-очку отправил там со словами поддержки? Да, он написал, пожелал мне удачи. И вообще здесь на трибунах находится много моих близких и знакомых, особенно и родные тоже сидят. Я старалась об этом не думать. Просто, если комментировать именно 2 золотые медали, была задача минимум выйти в финал. И там, конечно, вот этот вот промежуток времени, полчаса у меня было подумать, на что идти. Очень много вариантов в своей голове я перебрала в случае каких-то неудач. И я рада, что мне получилось.
Мы, фигуристы, привыкли, что нам, по сути, нужно напрячься 2 раза. В короткой и в произвольной. В короткой примерно на 3 минуты, в произвольной на 4. Тут же очень длинный турнир. На протяжении длительного времени нужно держать себя в тонусе. Насколько для тебя это было сложным? Или, может быть, ты просто успевала восстановиться, отдохнуть и с новыми силами выходить на лед? Каждый день и каждый раунд был для меня каким-то праздником. Вчера я думала о том, как бы не подвести своего партнера по дуэту, а сегодня, после полуфинала, мне стало уже как-то чуть проще, потому что уже чувствуется усталость, и на нервы просто не хватает сил. И это тоже хорошо, но я понимала, так как я иду на сложные элементы, мне постоянно нужно держать себя в тонусе, и просто двигалась и двигалась. И вот так вот это, мне кажется, очень хороший опыт. Как ты уже сказала, что ты обдумывала, что тебе придется делать, если будут какие-то неудачи. И неудачи у тебя были, ты заставила, честно говоря, меня понервничать, твоего болельщика. И как в полуфинале, так и в финале. Ты что-то меняла или просто шла и исправляла и делала то, что задумала до этого, и то, что вы решили вместе с Сергеем Викторовичем Дудаковым? Я и успевала думать, на какой элемент мне лучше пойти в данный момент. После неудачного каскада я, конечно же, вспомнила свой старт, на котором как раз и проиграла золото из-за тройного Сальхова. Но, и посмотрев на Сергея Викторовича, он мне показал спокойно, передохни. И, конечно, энергия зала тоже мне очень помогла выполнить этот, можно сказать, победный каскад. Ну, а мы тебя поздравляем дважды и с вчерашним золотом, и с сегодняшним. Ну, а пока что мы ждем церемонии награждения. Давайте с вами вспомним лучшие моменты турнира.